Привет всем! Я решил провести такой эксперимент, построить кемпер за 10 тысяч евро. Получится у меня или нет, абсолютно не знаю. Делаю это первый раз, поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, чтобы дать мне стимула больше, чтобы я продолжал эту работу. Ну и все вместе с вами понаблюдаем, что у меня из этого выйдет. Мой бюджет 10 тысяч евро вместе с машиной. На данном этапе я купил автомобиль Fiat Ducato 2013 года, и на базе этого Fiat, которого вы сейчас видите прекрасного, я решил построить кемпер. Сам кемпер мне обошелся примерно в 20 тысяч злотых, он дешевле обошелся, но там плюс ремонт и так далее. Пока что 25 выходит, и остался у меня бюджет, получается, 15 тысяч злотых. Не знаю, что с этого выйдет. Друзья, давайте посмотрим. Ну а пока поговорим о моих планах. Что же я хочу сделать? Я, знаете, решил так, максимально много всего напихать, делать список, ну а потом сокращать по мере постройки. То есть то, что мне не нужно или у меня не хватит банально на этих средств. А кто хочет поддержать мой проект, здесь внизу ссылка. Вы можете на PayPal или CoffeeBuy кинуть пару монет, чтобы мой проект шел немножечко быстрее и веселее. В первую очередь, конечно, нужно сделать тормоза, поменять все масла, все возможные там ремни, подготовить техническую часть автомобиля. Как вы видите, это обычная будка грузовая. Я хотел бы поставить туда два вентиляционных окна. Одно окно сверху крыши, которое отвечать будет за то, что была вытяжка для душа и туалета, ну а другая вытяжка там, где спальная зона. Также хотел бы одно боковое окно, потому что пока что средств нету на остальные окна, будем пока одно боковое, где есть зона кухни. Планов установить замок, потому что у меня на дверях, как вы видите, нету замка. Надо что-то придумать. Я смотрел замки, они сейчас банально там по 100-120 евро стоят замки для такого рода автомобилей, поэтому я просто обычный домашний замок, который стоит 10 евро куплю. Туалет тоже. Есть туалеты кассетные, где кассета там со сложным системой, снаружи внимания. Я поставлю обычный, самый дешевый туалет, планирую, в котором примерно около 100 евро. Душ то же самое. Будем делать дальше, вы увидите. Душ тоже нашел вариант, где дешевая китайская помпа. Проверим вообще, как она работает, сколько она проработает, ну и сломается или нет. Кухонная зона. Тоже максимально дешево, максимально просто, я ничего не буду усложнять. В планах сделать кондиционер, потому что я уже однажды перед тем, как начать строить свой кемпер, и, кстати, советую всем, я взял в аренду кемпер, проехался по целой Польше и попробовал, нашел какие-то плюсы и минусы, что для себя, что мне нравится, что мне не нравится. И какое-то уже понимание есть, как я хочу построить кемпер. Ну и главное понимание, это, конечно, кондиционер, потому что без кондиционера было очень жарко, очень душно спать в пластиковой коробке. Так, ну, солнечная батарея, конечно, тоже понадобится. Аккумулятор для солнечных батарей, шкафы. В планах шкафы, да, и поворотные кресла сделать для обеденной зоны тоже планирую. Все буду на самом деле делать по мере. Я так расставил себе рейтинг требующихся мне вещей, и если у меня не будет хватать бюджета, то многие вещи я просто не буду ставить. Как, например, кондиционер. Ну, если вы надонатите, то кондиционер тоже поставим. Планирую, ну, холодильник, шторки на окна, чтобы при входной зоне, чтобы жарко сильно и светло. Ну, а из таких дополнительных тюнингов для самого автомобиля, это хотел пневмоподвеска. Если денег не хватит, мы ее не поставим, а поставим попозже, когда заработаем денег побольше. Таких как велосипед, Starlink, ну и мониторы для того, чтобы видеокамеры по кругу автомобиля, для того, чтобы было удобно парковаться. В целом, все, погнали, осмотрим наш кемпер, что в нем есть и мои планы, что я хочу в нем сделать. Ну что, друзья, попробую открыть, потому что вот эту заднюю часть хочу использовать для того, чтобы здесь сделать гараж. Она идеально подходит для этого, правда, вот эти штуки сломаны. Будем что-то думать с этим, может, как-то меньше сделаю эти ворота. Посмотрим. Так. Ого. И вот такая вот херочень.
Да, тяжелая, надо что-то придумать. Гидравлика, конечно, очень будет дорогая. Ну, примерно я так планирую, чтобы сюда и так можно было мотоцикл, например, загнать. Будет, мне кажется, очень прикольная штука. Посмотрим. Как я уже говорил, здесь нету замка. Надо что-то будет придумывать. Здесь какой-то замок сделать, не знаю. Я думаю, просто обычный домашний, потому что он самый дешевый. Ну и здесь вот такая боковая дверь. То есть в планах сделать так, чтобы здесь слева была кухня. Ну а здесь прорежем отверстие и уже будем думать, как сделать расстановку. Сейчас я возьму фломастер, разметку сделаем и посмотрим. Здесь входная дверь к самой стенке. Ну а здесь слева, думаю, планирую сделать кухню. То есть вот так. Где-то вот тут примерно мы пропилим проем, чтобы был разворачивать дверь, чтобы можно было разворачивать кресла. Вот здесь где-то будет у нас обеденный стол, не знаю, примерно вот так нарисуем. Здесь я думаю сделать окно, такое будет. Сами вот эти металлические штуки, конечно, мы их открутим, потому что они нам просто не нужны. Мы, может, используем их как усилители на крыше, потому что вот на самом деле эта карбутка, она так гуляет вся влево-вправо, и надо подумать, как ее усилить. Ну и здесь будет у меня кухонная зона. Здесь я, конечно, вот так думаю, будет кровать. Ну, еще есть вариант, что сейчас я возьму рулетку, измерю, что, может быть, гараж будет закрываться, открываться. Сделаем сантиметров 70 гараж, и 140 сантиметров у нас будет кровать. Ну, а здесь, естественно, шкафы, зона душа, примерно вот так будет. Ну, как-то так. Соответственно, автомобиль не молодой, на нем работали. И видите, от тех металлических элементов изнутри, видно, тяжелые грузы возили и продавило этот пластик. Я думаю, возьму, просто откручу эти болты и места замажу просто стекловолокном. И все, и зашлифую и покрашу. Здесь уже кто-то что-то пытался сделать, вот тоже какое-то отверстие замазали, при том-то чем-то таким очень мягким, даже на пластилин похоже. Понятно, что вот эта часть алюминиевая, она, скорее всего, там какое-то повреждение. То есть где-то ехали машины, зацепили, сломали. Ну и прикрутили алюминиевую пластину прикрывать это отверстие. Это не выходит в общую зону, это отверстие. Это просто прикрывает саму раму автомобиля. Поэтому, я думаю, ничего критического и страшного для меня в этой деле нету. Скажу, очень круто, что эта будка, она 2 метра 20 сантиметров шириной, то есть я с каждой стороны могу еще утеплить по 10 сантиметров, и у меня станет моя стандартная кровать поперек. И высотой она тоже 2 метра 20 сантиметров. Это вообще идеальный размер. Можно утеплить пол, можно утеплить потолок, и просто будет замечательно. И самое главное, то, что она квадратная, то есть мне не надо вот мучиться с этими закруглениями, как в обычных микроавтобусах, где есть закругления, и там думать, как эти закругления построить. Тут просто заноси мебель, ставь обычную стандартную мебель. Но я не могу делать обычную стандартную мебель, потому что она тяжелая, поэтому в следующей серии я съезжу на весы, взвешу автомобиль. И чтобы не было перевеса, да и автомобилю не было тяжело, да и в целом не было много жора топлива, я просто буду стараться сделать максимально легкую конструкцию. То есть использовать специальную фанеру облегченную, использовать алюминиевые какие-то направляющие, ну и все возможное, что есть, буду по минимуму делать, чтобы эта машина была легче. Ну а вы, друзья, не забывайте подписаться и поставить свой лайк. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.